Ранним утром егеря Игната разбудил сильный стук в дверь. Старый егерь, человек из тайги, всегда держал при себе топорик, а то мало ли что. Случаи в тайге бывали разные, то волки нападут, то медведь-шатун. Игнат не любил охоту и терпеть не мог оружия. Он любил лес, любил бродить по зеленой тайге. «Иду, ну кто там?» – ворчливо проговорил егерь. На крыльце стоял знакомый мальчишка Сашка, лет 8, растерянно глядя на деда. Сашку он опекал уже давно. После того, как отца мальчика не стало, а мать пошла в разгул, обитал он в основном в лесном домике у одинокого егеря. Учил дед Игнат смышленого мальчишку премудростям леса, и Сашка был благодарен деду за это. «Дед Игнат, там такое случилось!» – испуганно прошептал мальчик. «Там волки на загон напали. Людей собирают к большой охоте». Разберемся, Сашка, сейчас выйду», – спокойно произнес старый егерь. «Ох, неспроста все это. Сказали тебя сыскать, дедушка, ты ведь повадки волков хорошо знаешь», – продолжал мальчик. Старик Игнат накинул ветровку защитного цвета, взял бинокль, и отправились они с Сашкой к загону местного фермера. Возле загона стояли обозленный фермер Виктор и председатель Егор Ильич. Виктор отчаянно жестикулировал руками и что-то кричал председателю в лицо. «Что ты так кричишь, Виктор? Видно, голодные времена настали у зверей, вот и жмутся они ближе к человеку, им волчат кормить надо», – рассудил Игнат. Старого егеря недолюбливали за то, что он видел людей насквозь и знал, что каждый из себя представляет. «Не лезь не в свои дела, старик, без тебя волков изведем, не сомневайся», – злобно огрызнулся фермер. Был он человеком нехорошим, жадным и вел какие-то темные дела, как поговаривали в селении. Игнат догадывался, что фермер утаил истинные потери, чтобы получить побольше компенсацию у председателя. А ведь и правда, в здешних местах давно не видели ни лося, ни оленя, и волки не ели ничего существенного, кроме мышей, полевок. Вот и пришлось волчьей стае кочевать в поисках лучшей доли. Начистив ружья, взяв борзых собак, отряд охотников отправился в лес. По пути они стреляли в белок, куниц, хвастаясь друг перед другом своей меткостью. Лай собак и звуки людей были далеко слышны. Эти звуки услышал вожак волчьей стаи, в которой недавно родились волчата. Бежать от людей они не смогли бы. Уставшая, с многочисленными шрамами волчица нашла убежище в логове у поваленного дуба, где укрылась с волчатами, а стая побежала в противоположную сторону, уводя погоню далеко от потомства. Тем временем охотники, охваченные азартом, взяли волчью стаю в кольцо и начали оттеснять к неприступной горной гряде, стремясь загнать в ловушку. Волк-вожак первым понял всю безысходность ситуации, развернулся, оскалил пасть, и стая вслед за ним тоже решила принять бой. Охотники открыли беспорядочную стрельбу, пытаясь уничтожить стаю. Звуки выстрелов слились в грохот, и волк-вожак бросился на фермера, инстинктивно чувствуя в нем двунового предводителя. Но не прошло и 5 минут, как волчья стая была безжалостно расстреляна горсткой разъяренных охотников. Победа над волками была отмечена тут же флягами с крепким алкоголем. С волков были сняты шкуры. Тимофеичу с Сашкой были слышны все эти звуки, но они не могли ничего исправить, лишь тихо плакали от отчаяния. «Что ж вы наделали, нелюди? Они ведь живые были, божьи создания!» Горько плакал старый егерь. После того, как он взял себя в руки, похоронил волков. При этом он обратил внимание на то, что в стае были молодые волчицы, но не хватает волчат. «Где же вы прячетесь, малыши?» – задумчиво произнес егерь. «Волчата, наверное, голодные, дедушка», – забеспокоился Сашка. «Поспешим, внучок, к волчатам. Наверное, сидят там одни», – поторопился Игнат Тимофеевич. По следам маленьких лап на земле, старый егерь с мальчиком отправились на поиски. Не знал Игнат Тимофеевич, что они не единственные, кто отправился искать волчат. От своры борзых охотничьих собак отделился вожак, матерый волкодав, который тоже пошел по волчьему следу. К логову волчат он добрался первым,
оскалил клыки, увидев маленькие, испуганные глаза малышей. Волчица, охранявшая волчат, почуяла опасность. Убедившись в безопасности малышей, она покинула убежище и приготовилась к схватке. Схватка была не на жизнь, а на смерть. Молодой, сильный волкодав против опытной, осторожной волчицы. Игнат Тимофеевич подоспел к самому концу схватки. Что он увидел? Два прокушенных окоченевших тела сплелись воедино, и помочь им уже было нельзя. «Деда, иди сюда скорее, тут волчата!» – закричал Сашка. Старый егерь подошел к кустам и увидел множество глаз, выглядывающих из кустов, и поразился тому, как их было много. «Что ж мне теперь с вами делать, бедолаги? Чем кормить вас теперь?» – сокрушался Тимофеич. Чтобы волчата не погибли, он выбрал для них неприметную полянку, окруженную колючими ветками. Довольно отметил про себя, что со стороны их совсем не было видно. Волчата, не чувствуя никакой опасности, доверчиво лизали руки егерю и мальчишке. Теперь у старого егеря и Сашки появилась новая обязанность. Ежедневно, нагруженные баками с молоком и кашей, они отправлялись в лес, на знакомую полянку. Волчата издалека замечали своих спасителей и стремглав бросались к ним. 12 мальчиков и 8 девочек, вот эта стая будет, любовался дед Игнат. Сашка с удовольствием играл с волчатами, бегал с ними на перегонки. На каше и козьем молоке маленькие, неприметные волчата доросли до крепких, матерых хищников. Им уже требовались мясо и кости, которые старый егерь покупал на местном рынке. «А что это ты, Игнат Тимофеевич, кости скупаешь?» – ехидно заметил фермер Виктор, тот самый, чья отара не так давно пострадала от нападения волков, никак студень решил изготовить на всю деревню. «Знаю я, кого ты прикармливаешь, да только зря стараешься, я ведь всех истреблю, запомни». И тут старый егерь припомнил фермеру его темные делишки, о которых он знал. «Ты не хорохорься, Виктор. Мне ведь известно, как ты со своими приятелями по ночам овец воруешь для продажи. Нашему участковому всего-то намекнуть надобно о твоих проделках, и отправишься ты потом лес валить, в места непроходимые. Волков, обитателей леса, не тронь». Виктор затаил злобу на старика и решил его и Сашку по-тихому извести. И вот однажды, темной ночью, взяв с собой подручных, пришел он к сторожке егеря. Взломав хлипкие засовы, они вошли в избу и стали избивать старика. Крадущихся в темноте мужчин заметил Сашка, который жил неподалеку от Тимофеича. Рванул он, что было силы, в лес, на заветную полянку, волчью. «Волчата мои, помогите, к деду нашему пришла беда, люди злые, убить хотят!» – почти кричал мальчик. Волки, почуяв опасность, оскалили клыки и двинулись серой лавиной к избе егеря. Волки напали тихо, бесшумно, намереваясь растерзать бандитов в клочья. Шайку Виктора застали врасплох. Раздались истошные крики, и ошметки одежды полетели в разные стороны. Бандиты, бежав в панике от взбешенных зверей, забрались на крышу избушки, с ужасом озирались вокруг. Сашка привел участкового Бориса, и бандиты дали свое чистосердечное признание. Получил фермер за дела свои нехорошие 5 лет и уехал со своими подельниками в суровые лагеря. Волки благополучно вернулись в свои родные места. Тимофеич и Сашка частенько навещали своих подопечных, а те, в свою очередь, позволяли играть им с маленькими волчатами. Друзья, если вам понравилась история, пожалуйста, оставьте комментарий и подпишитесь на канал. До свидания.